Это тест микрофона, Rode SmartLav Plus и связки Sony AV15. Сейчас я хожу по своей квартире, у меня меняется акустическая составляющая. Я потихоньку замеряю, как вообще записывает звук эта малышка. Записывает вроде как с Rode SmartLav. Давайте все-таки послушаем, что там получилось на плеере. Раз, два, три. Что сразу бросается в глаза? Как только я выхожу из помещения и между устройством приема Sony и самим микрофоном появляется бетонная стена, сразу начинаются помехи. И это очень хорошо заметно в середине записи. Как только я возвращаюсь обратно в комнату, соответственно, пропадает и помехи. Такие низкочастотный треск. Попробуем сейчас уменьшить шумы. Это тест микрофона, Rode SmartLav Plus и связки Sony AV15. Сейчас я хожу по своей квартире, у меня меняется акустическая составляющая. Я потихоньку замеряю, как вообще записывает звук эта малышка. Записывает вроде как с Rode SmartLav. Давайте все-таки послушаем, что там получилось на плеере. Раз, два, три. Уменьшение шумов, в принципе, ничего не дало. То есть уменьшаются фоновые шумы, как постоянное шуршание, но вот этот треск, он вообще никак не убирается. Отсюда вывод. Когда снимаете видео на Sony, то лучше не ставить между вами и между микрофоном и, соответственно, блоком, принимающим сигнал, какие-либо преграды. Сейчас звук подключен напрямую, то есть петличка Rode SmartLav подключена напрямую к стереорекордеру через разъем. Сейчас попробуем переподключить его. Итак, сейчас тестируем запись. Сейчас идет звук с петлички Rode SmartLav, подсоединенный к Sony. И этот Sony подключен к рекордеру. Раз, два, три. Раз, два, три. Шашушечная. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три. Сейчас я подключу напрямую Rode микрофон. Раз, два, три. Сейчас идет звук напрямую с Rode SmartLav на рекордер. Слышно много посторонних шумов, конечно. Если снизить чувствительность. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот чувствительность, точнее предусилитель стоит на 1, уже практически шума не слышно. Ну, мне вот так вот нравится, да. Сейчас звук подсоединен к рекордеру. Раз, два, три, шашечный. Раз, два, три. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три. Что мы видим при исключении Sony из связки? Мы видим, сразу повышается качество звука. Связано это, скорее всего, с тем, что для передачи по Bluetooth аудиоданных он сжимает его еще меньше по сравнению с исходником. То есть с микрофона в целом можно снять больше, если напрямую записывать его в рекордер, чем если использовать Sony. Сейчас я записываю через Xenix Q502. Ой, какая-то сложная система. Rode, потом Sony, потом Xenix. И все это в Zoom идет. Сейчас хочу попробовать протестировать так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Шлык. И сейчас побалуюсь немножко с усилителем. Балуемся с усилителем на Sony. Заметьте, как сразу сильно повышается шум. Вниз, 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 вверх, 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 вверх. Теперь плавно повышаем, понижаем на рекордере. 40 шпиц, 30, 20, 14.
14, 6, 15, 28, 40, 50, 60, 70, 80. В наушниках слышу плавное подмешивание. Оп, примерно 50. Теперь повышаем, понижаем на Ксениксе. Раз, два, вниз, 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 вниз. Вниз, 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 вниз. Это я трогал регулятор 2, 3. И main mix. Вниз, 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 вниз. На зуме, ага. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Всем. Раз, два, три. 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 Результат перед вами. Делайте свои выводы, мои на экране. Всем удачи, пока.